В 2016 году мужчина только закончил университет и очень хотел увидеть весь мир. Поэтому он решил отправиться в большое путешествие. Он предпочитал путешествовать в одиночестве и хотел наблюдать за повседневной жизнью разных людей в разных уголках мира. Он не путешествовал поездом или самолетом, а предпочитал внедорожник, подаренный ему отцом. У него под капотом было много лошадиных сил, поэтому он любил быструю езду и доводил машину до предела. Однажды мужчина ехал по проселочной дороге через лес. На дальней дороге не было ни души, и поэтому он наслаждался прекрасным пейзажем. Он ехал очень быстро и слушал громкую музыку. Позже, когда пошел дождь, он просто включил музыку погромче. Между тем дождь лил не переставая, и дороги были очень скользкими. Но юноша даже не подумал немного сбавить обороты. Несмотря на погоду, дорогая машина по-прежнему хорошо вела себя в поворотах. Но потом случилось это. Олень перешел дорогу впереди него. Мужчина резко дернул руль вправо, чтобы избежать столкновения. Но он вылетел за пределы дороги и на большой скорости врезался в дерево. Мужчина сразу потерял сознание. Когда он снова проснулся, он внезапно обнаружил себя в постели, и он не знал, где он был. Но из-за окружения он быстро понял, что это не больница, а простой дом в деревне. В комнате была только кровать, деревянный стол и печь. Наконец в комнату вошел пожилой мужчина. Он улыбнулся, когда увидел, что парень в постели открыл глаза. Он спросил лежащего в постели человека, как у него дела, и заварил ему чаю. Он также спросил, что ему известно о его аварии. Путешественник не мог вспомнить, что произошло после столкновения с деревом, а тем более, как он попал в этот дом. Тогда старший мужчина начал рассказывать, как все это произошло. Однако начался он не в нынешнем 2016 году, а 2 годами ранее. Хозяином дома, который помог мужчине, оказался лесник, давно живший в этом районе и хорошо знавший природу. Однажды во время прогулки он услышал шум за кустом. Приблизившись, он увидел ужасную картину. На земле лежал мертвый взрослый медведь, а точнее медведица. У нее были травмы, предположительно полученные от выстрелов браконьеров. Рядом с ней был маленький медвежонок, который явно пытался разбудить свою мать. Это зрелище разбило леснику сердце, и он решил привести медвежонка к себе домой. Вместе с женой он решил, что они позаботятся о малыше, а потом решат, что с ним делать. Медведь быстро рос, но пара все еще не знала, что с ним делать. Так что медведь продолжал жить с ними. Позже он вырос в большое животное и свободно бродил по лесу. Но каждый раз, когда выходил, он возвращался в дом. Он не хотел спать один где-то в глуши. Он также был очень дружелюбен, когда к паре приходили гости, Мишка никогда не становился для них опасным. В день, когда пострадавший попал в аварию, медведь гулял по лесу. Услышав громкий шум, ему стало любопытно, и он побежал туда, откуда он исходил. Увидев человека на земле, медведь подошел и обнюхал его. Заметив, что мужчина без сознания и срочно нуждается в помощи, медведь решил ему помочь. Он осторожно схватил ртом одежду мужчины и осторожно потащил его к дому пары. В тот день лесничий уже волновался, потому что медведь уже давно был в дороге. Наконец он увидел своего волосатого друга на горизонте и понял, что он тащит что-то очень большое. Сначала он считал, что медведь убил большое животное, такое как олень, и теперь несет его домой. Мужчина был очень потрясен, когда понял, что это было на самом деле. Сначала он очень переживал, что медведь убил этого человека. Но когда он внимательно посмотрел на раненого, то увидел, что на нем нет ни следов укусов, ни царапин, которые могли быть нанесены медведем. Он отвез мужчину к себе домой, положил на кровать и обработал его раны. После нескольких дней беспокойства о том, выживет ли мужчина в аварии, он, наконец, открыл глаза. Затем лесник рассказал ему всю невероятную историю.
Раненый сначала не мог поверить, что медведь мог спасти ему жизнь. Но тут лесничий попросил его взглянуть вниз, рядом с его больничной койкой. Мужчина вздрогнул, увидев огромного медведя прямо возле своей кровати. Он лежал на земле и не хотел оставлять в покое спасенного им человека. Наконец, примерно через 2 недели, человек полностью выздоровел, и медведь вел себя по отношению к нему так, как если бы он был его хозяином. Ему даже разрешили погладить его. Прощаться было сложно, когда мужчина решил вернуться домой. Но в последующее время мужчина продолжал возвращаться, чтобы навестить своего спасителя. Медведь спас путника, как его самого спас хозяин. Он не сводил глаз с мужчины и лежал на земле рядом с ним, защищая его, пока тот снова не стал здоровым. Разве это не невероятная история? Что вы думаете об этом? Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.